Друзья, всем привет! Этот эпизод я начинаю в воскресенье, потому что, ну, во-первых, у нас рыбный день. Видите, мои все ловят рыбу, за исключением Тристана. Он решил, что ему важнее сделать домашнее задание, чем покушать, поэтому ему разрешили, вот, его немножко освободили, сказали: хорошо, иди сделай домашку, потом возвращайся ловить рыбу. Но главная причина, почему мы начинаем в воскресенье, это невеста для Хавьера Энджела. По результатам голосования не удалось определить невесту для нашего парня, так как после последнего видео многие захотели изменить свой голос, потому что Хавьеру понравилась Майя. Он это четко показал, у него забилось сердечко, и он испытал любовь с первого взгляда именно к Майе. Поэтому многие захотели поменять свой голос и отдать его Майе. А так как я всегда за персонажей, за их выбор, то я сделала еще одно голосование и решила, что если большинство голосовавших вновь проголосуют, то есть я увижу действительно, что большая часть поменяла свое мнение, то я выберу того, кто вот выиграет в последнем голосовании. Но кворум был не набран, поэтому я решила, что сегодня мы проведем испытание для Хавьера, и он сам выберет себе девочку. Для этого я его сейчас отправлю с рыбалки домой, так как завтра, вернее с воскресенья на понедельник, он уже повзрослеет. А девчонки все подростки, поэтому нам нужно определиться сегодня. И смотрите, как я определюсь с невестой. Значит, у меня в игре есть два мода: телепортер и командный центр. И с помощью них я телепортирую сюда девочек. Дальше, не снимая с паузы, я их всех поставлю в теплицу. Почему я сразу это не сделала через телепортер? Потому что почему-то он не находил этих девочек. Я их не могла телепортировать вот сразу в теплицу. И теперь вот наш Хавьер, он у нас играет в шахматы. Я снимаю с паузы и убираю у него это действие. И сейчас посмотрим, с кем он первым заговорит, либо кто к нему первый придет, либо он сам с кем заговорит. Ту, значит, он и выбрал. Поэтому давайте будем за ним наблюдать. Так, а смотрите, первая вырывается вперед Атики. Так, Атики, ты идешь к нам? Нравится здоровый образ жизни? Нет, пока мы не можем тебе принять. И если они сейчас заговорят... Так, будут говорить? Нет, она решила поплавать. Атики, у тебя есть такой шанс. Ты не хочешь поговорить с Хавьером? Тебе бассейн важнее? Она, кстати, по последнему голосованию она лидировала, хоть и кворум мы не набрали, но она лидировала. Смотрите, Хавьер смотрит, наш Хавьер Энджел смотрит, но сам тоже не решается пока заговорить. Так, Майя пришла, ты хоть и немножко опоздала, и... Так, а тут сразу две девочки, а что мне делать? Сразу две девочки идут общаться, но, смотрите, у Хавьера поболтать с Кейси, я так понимаю, с Майей он не разговаривает? Или разговаривает? Или она... Так, а где Кейси? Ну, Кейси я не вижу, хотя у него стоит поболтать с Кейси. Вызвано чувство, с тобой так интересно, мне очень нравится проводить с тобой время, надеюсь, и тебе со мной тоже. Так, единственный у меня вопрос вот это вот, где Кейси? И чье это желание поболтать с Кейси? Хавьера или самой Кейси? Потому что сейчас, я так понимаю, он общается с Майей? С кем он разговаривает? Почему вот здесь вот Кейси? Объясните мне, пожалуйста, Хавьер. Ты решил меня вообще запутать, да? Ну, по ощущениям, смотрите, по ощущениям он общался с Майей, да? Так, не надо пакостить маме. Хорошо, ладно. Так, вот она, Кейси. Ну, они не общались, получается, да? Майя от нас тоже ушла, а Атики так и не заговорила с Хавьером. Ну, сейчас хотя бы ты с ним поговоришь. Если она просто уйдет, ну, все, друзья. Мне кажется, по их отношениям, да, по их разговору у нас
у нас все сложилось. Все-таки он больше как-то склонен общаться с Майей. И вот, наконец-то, пришла Кейси. Пришла Кейси, но они просто поругались. Так, на этом я тогда сейчас отправлю всех девочек домой, уберу все моды, а мои возвращаются на рыбалку. А мы, а мы начинаем понедельник, и у меня все спят. Вчера все ловили до последнего, до позднего вечера, поэтому все еще спят. Единственный проснулся Тристан, и он как раз у нас сейчас здесь немножко приберется, то дома бардак, дома никого не было все воскресенье. И я вам сейчас покажу, мы вчера с ним докачали фитнес, и сегодня он у нас тоже идет в школу, поэтому сегодня все мои 5 детей отправятся в школу, за исключением Хавьера. Он в какой-то момент должен повзрослеть, и либо вот он сейчас уже повзрослеет, либо его вернут к нам из школы домой, чтобы он отпраздновал свой день рождения. И пока у нас тут Тристан все еще убирается, покажу вам, что Хавьер сам, я дополнительно ничего не делала, прокачал и ответственность, и контроль над эмоциями. Так, и манеры, смотрите, манеры подходят, как будто бы он их может получить, но надеюсь, он их не получит, потому что нам этого пока делать нельзя. И все просыпаемся и отправляемся в школу. Все 5 детишек наши идут в школу. Так, Лукас. А Лукас у нас идет? Да, и Лукас идет. Давай, малыш. Пошли. Кстати, Даррен в 9 часов сегодня тоже у нас отправляется на работу, потому что мы сегодня отдадим деньги мафии, в фонд города, да, как я это называю, и у нас больше денег не будет, а нам нужно восстанавливать предметы, поэтому Даррен пойдет сегодня на работу. А Хавьера сразу же в первую минуту вернули домой. Они такие: ты уже взрослый мальчик, все, ты школу закончил. А где ответственность? Друзья? Это что, из-за того, что его вернули из школы? У нас забрали ответственность? Так нечестно. Так, контроль над эмоциями. Чтобы выплескивать негативные эмоции, персонаж с чертой характера контроль над эмоциями могут бегать, слушать определенную музыку, вести блог или играть на инструменте. Обычно им легче, чем другим персонажам, взять свои негативные эмоции под контроль. Но я все равно в шоке. У нас отобрали ответственность. Так, ладно, я это запомню. И уже черту характера. Так, подождите, что мы с вами выбираем? Мы жизненную цель и работу выбираем в генераторе, а черту характера выбираем здесь кубиком. Давайте посмотрим, что достанется Хавьеру. Та-да-да-дам! Клиптоман. Ну, в целом, это тоже наша семейная. У нас уже, наверное, 3 или 4 персонажа были клиптоманами, поэтому хорошо. Клиптоман, задира и вечное дитя. Такой у нас немножко странный нарцисс и очень избалованный мальчик. И все, пойдемте смотреть жизненную цель и сразу посмотрим работу нашему Хавьеру Энджелу. Ну что, у меня здесь остались от Тристана и от Лукаса еще их жизненные цели. Давайте сначала сгенерим для Хавьера. Па-ба-бам! Лучший бармен. У нас, кстати, есть барная стойка, поэтому почему бы и нет, видимо, она понадобится Хавьеру Энджелу. Я думала, что-то за ней никто не стоит, я ее убрала, но теперь я ее достану. И сейчас самое интересное, мы генерируем карьеру Хавьеру Энджелу. И когда вот он вырос и ему выпал пиджак, то у меня было ощущение, что он должен быть либо бизнесменом, либо боссом мафии. Поэтому давайте посмотрим, что ему выпадет. Та-да-да-да-дам! Преподаватель, профессор. Хавьер, профессор. У меня это с ним не вяжется. Пойдемте посмотрим, что это за профессия. И в целом запрета на эту карьеру нет, мы в нее устроимся. Но я вот сейчас все почитала, и она нам ничего не открывает.
потому что все, что оно открывает, закрыто другими карьерами. В общем, это будет карьера у нас на будущее в копилочку развития университетов. Так, выбираем карьеру «Лучший бармен». Вот, лучший бармен. Персонаж хочет знать все, что только можно узнать про смешивание напитков. И у них утонченный вкус, готовит еду и напитки высокого качества. У нас как раз Хавьер перенимает готовку от Даррена, поэтому хорошо. Поздравляем, заканчивает школу, и он может отправляться покорять мир с высоко поднятой головой и стучаться во все двери, будущее ждет. Так, а он у нас отличник или в итоге нет, непонятно. Все, мы выросли. Он стал немножко худее и выше. Смотрите, наш красавчик. И вот он наш красавчик, наш наследник. Вы, кстати, видели, как я всех персонажей оживила и выкладывала ролики, шортс. Они такие милые. Вот Хавьера сейчас здесь тоже прикреплю. Он очень-очень прикольный. Кстати, мне кажется, он вырос, повзрослел и стал еще симпатичней. Прям как-то вот более мужественный стал такой, да. И давайте мы ему найдем работу. Мама обнимает своего сыночка, найдем ему работу и посмотрим, что у него будут за домашние задания. Марлен у нас безработная. Она такая, я свое уже сделала. Детей родила, карьеру закрыла, больше ко мне не приставайте. И Хавьер Энджел у нас идет. Сейчас я найду, куда он идет. В преподаватели. Представляете, Хавьер Энджел преподаватель. Я в это до сих пор не верю. Так, администратор и профессор. Мы устраиваемся в преподавателе. Проверить домашние задания из папки преподавателя. Так, и вот как раз рабочее задание. Преподавать студенту по интернету. Я не того на работу устроила, друзья. Я не того на работу устроила. Марлен, извини, тебе придется уволиться. Давай, увольняйся. А на работу у нас должен пойти Хавьер. Хавьер, все-таки тебе придется работать. Хоть мама и хотела за тебя, она такая, я за сыночка своего пойду. Но нет, у нас так нельзя. У нас на работу все-таки устраивается наш Хавьер Энджел. Так, сейчас я пропустила, где эта карьера. Еще раз, преподаватель, теперь уже Хавьер. Он сразу, смотрите, он у нас сразу на 2 уровне. Выпало рабочее задание преподавать студенту по интернету. У нас интернет есть, компьютер у нас есть, поэтому да, мы давайте примем это задание, чтобы у нас было больше шансов для продвижения. Так, преподавать студенту по интернету. И заодно, подожди секундочку, давай мы с тобой оплатим счета, и нам там присылали много почты, возьмем с тобой почту. Так, ты оплачивай счета, я готовлюсь к списанию денег. Так, все, Хавьер оплатил счета. Я списываю деньги. Все готово. И у нас оставшиеся дома Хавьер и Марлен очень голодны. Хавьер и Марлен. Прям у них такие созвучные имена. Поэтому наш Хавьерчик готовит покушать. Сейчас они с Марлен пообедают, наверное, уже, да. И я смотрю, что Хавьеру нужно прокачивать навык научных дебатов. Нужно где-то найти архивные хранилища и публиковать научные работы на компьютере. Вот я сюда уже перенесла нам компьютер, поэтому сейчас мы заблокируем компьютер. Так, Леон, извини, у нас нет телефонов, поэтому сейчас мы заблокируем компьютер для всех, кроме Хавьера, и теперь за ним будет работать у нас только он. И смотрите, какое я действие нашла у Хавьера. Думать о предмете воздыхания. И его предмет воздыхания Майя. Он даже, видите, может о ней помечтать. Но нам теперь нужно ждать, когда она вырастет из подростка в молодого персонажа.
выросла. Она еще и с Хавьером одновременно выросла. Все, мы можем ехать к ней в гости, приглашать ее к себе в семью и тоже искать ей работу. Итак, мы приехали в гости. Ой, нас с днем рождения поздравила наша родственница. Мы приехали за будущей невестой, а Хавьер такой, немножко я поиграю. Ну, наверное, этим ему и хорошо будет в должности преподавателя, да, в должности преподавателя, что он на одном уровне с детьми. Он понимает их шутки, он может с ними веселиться, развлекаться. Но, так, Хавьер, мы сюда приехали не за этим. Пойдем приглашать невесту к нам в дом. Так, там кто-то у них дерется. Это, кстати, дом Марселя. Он здесь живет со своей женой и детьми. У них еще один Фелис, у них еще один ребенок родился. И вот Майя это дочка жены Марселя от первого брака. Вот это все его дети тут плавают. Кстати, заметила, что после обновления, теперь, когда я возвращаюсь в свою семейку, вот после выезда, либо приезжаю к кому-то к другому, если есть бассейн, то все персонажи обязательно будут в бассейне. Так, нам еще и Кейла, смотрите, она поздравила нас с получением отличной работы. Так, подождите, я поставлю на паузу, мне нужно выловить Майю. Давайте мы ее позовем. Напомню, что мы ни с кем из девчонок не флиртовали, потому что, я планировала, что... Ой, смотрите, Хавьерчик обнял сына Марселя. Я, кстати, Марсельчика отдала вам на скачку. Если кто был в нем заинтересован, то его можно забрать в ваше сохранение. Так, и что я говорила, да, что мы ни с кем не флиртовали, потому что я вообще планировала всех девчонок потом распределить между своими парнями. То есть у нас как раз 4 парня, 4 девчонки, но потом я подумала, что у девчонок очень хорошая генетика, да, вот и у Кейлы, и у Атики, и у Кейси, поэтому я не буду сводить их со своими парнями, я их сведу с кем-нибудь из города, чтобы потом их детки уже опять стали, возможно, будущими супругами, да, моего уже 7-го поколения. Так, получен навык романтики. У вас все хорошо, но давай расскажем о своей жизни, что ты устроился на работу, в целом у тебя очень хорошая семья, похвастаемся мускулами, что я сильный, здоровый, красивый парень. И так, после этого мы предложим авантюру. А авантюра это как раз будет в том, чтобы она переехала к нам в дом, вот, пригласить, присоединиться к семье. Она такая, как ты на это смотришь? Мои родители вообще давно уже ждут невесту, будущую супругу. Может быть, ты к нам присоединишься? Такое, а давай, а на слабо, а почему бы и нет? А что, Майя у нас рискованная, да? Она такая, с Хавьером они не целовались, нигде не встречались. Вообще, они даже так довольно-таки сильно и, долго не общались. Они просто несколько раз встретились, у них сработало вот это вот чувство, любовь с первого взгляда, и все. И она готова пойти за Хавьером. Ну, Майя, ты, конечно, герой. И видите, какая красивая мама. Вот у Майи она похожа, да? Она прям очень похожа на нее, просто цвет глаз пошел в папу. А это вот получается у них с Марселем 3 детей. Девочка, ну это скорее всего не знаю кто, и мальчик. Девочка, мальчик и либо девочка, либо мальчик. Так, все, хватит болтать. Майя. Она еще выше всех, мне кажется, даже выше Марлен. Майя Цинадзе, фамилия, поняли, да? Чья семейка? Ее папа это ваш персонаж. Майя переезжает к нам. У нас денег нет.
А, кстати, интересно, мы можем взять деньги от... нет, мы не можем брать деньги от вселенных супругов, поэтому она переезжает к нам, дом у нас есть, бюджета только нет, но скоро у нас Даррен уже придет с работы. Все, Майя теперь наша невеста, и возвращаемся все вместе возвращаемся домой, обрадуем маму. И смотрите, все окружили Хавьера. Они такие: Хавьер, ты что? Это твоя девушка? Это твоя жена? Ты привел в дом жену? Они такие: боже мой, неужели это случилось? Но сначала Марлен, конечно же, пойдет пообщается с девочкой, поможет ей влиться в наш, можно сказать, в наш мужской коллектив. Вот, она, видите, порадовалась за Хавьера. Она такая: Хавьер, ты молодец, ты нашел карьеру, Хавьеру, ты нашел да, опять, ты нашел карьеру, нашел девушку, такой ты у нас уже стал взрослый. И вот, пришла наша Майя. Ой, давайте спросим про планы на будущее, поговорим с ней. В общем, нужно, чтобы она привыкла к нашей семье, и пока они общаются, мы с вами посмотрим, какими навыками обладает Майя, какие у нее черты характера. Навыков у нее особо никаких нет, карьеры тоже нет. Из друзей только Хавьер. В багаже домашние задания и лук. Ну, в целом получается... черты характера, самое главное, любовь к животным, дружелюбная и искусствовед. Так, ну вот любви к животным у нас не было. И сейчас пойдемте искать ей карьеру. Мне кажется, она влилась в нашу семейку, да? Улыбается, смотрите, довольная. Итак, вторая карьера на сегодня. 1, 2, 3. Технический специалист, специалист по раскрутке. Это как Марлен, такая же карьера, как у Марлен, только другая специализация. Это шикарная карьера. Это шикарная карьера. Для нее нужен аттестат, но так как у нас есть школа, теперь у нас все детки с аттестатом. Для нее нужно, чтобы был в доме компьютер. У нас компьютер есть. И смотрите, самое важное, что если Майя закроет эту карьеру, мы сможем покупать хорошие предметы, дорогие, с хорошими характеристиками. И мои будут спать на шикарных кроватях, сидеть на уютных креслах. Ну ладно, кресла нельзя еще. Что еще мы купим? Хороший душ. В общем, отличная карьера. Кстати, а вот и комфорт. Мы сможем купить кресло, мы сможем купить диван. В общем, уже будем обставлять потихонечку домик новыми предметами. Та-да-да-да-дам! И я уже устроила Марлен на эту карьеру. Я забыла, правда, включить запись, но я быстро это поняла. Это что сейчас было? Вы слышали, какой-то звук был? И смотрите, ей нужно играть в видеоигры, и завтра она уже идет на работу. И Марлен от счастья, что она попала в нашу семью, в семью Орейли, теперь живет в этом доме. Видите, как она радуется? Она очень этому рада. И теперь, так как у нас Хавьер, ему, оказывается, нужно преподавать лекции студентам через интернет, чтобы, знаете, чтобы на кухне же было очень многолюдно, постоянно люди ходили, поэтому теперь эта большая комната, она достается Хавьеру и Майе. Ну, если они будут вместе спать, если не будут... Так, бонус мастерства. Если пока не будут, то я перенесу еще одну кроватку, чтобы Майя здесь тоже спала, пока они не наладили свои отношения. Папа вернулся, видите, тоже поздравляет Хавьера с невестой, с работой. Да, видите, Хавьер очень-очень счастлив. Ну все, сначала папа пришел, поговорил с Хавьером, теперь мама пришла на личный разговор. Все, видите, все поддерживают Хавьера и рады за него, что он вот в таком молодом возрасте сразу и пошел в образование, да, то есть для нашего апокалипсиса это такая редкая карьера, и плюс определился с невестой. В общем, мои все очень рады за Хавьера, будут им хвастаться, мне кажется, теперь всем соседям.
Майя пока, видимо, не захотела спать в одной кровати с Хавьером. Она уснула, видите, вот здесь вот внизу, в нашем будущем зале, в гостиной. И вот она такая: эта кровать свободная? Ей говорят: да, можно я здесь немножко отдохну? И она осталась спать здесь. И мои потихонечку все засыпают. У меня, видите, здесь опять перестановка. Детишки теперь спят, ну, школьники, да, внизу, так как там большая кровать. Родителям пришлось пока переехать в комнату Хавьера, в комнату наследника, потому что наследник занял самую большую комнату. Я им поменяла здесь постельное белье. У меня уже заканчиваются расцветки. А мы скоро, вот если нам Майя закроет карьеру, мы будем покупать другие кровати, и уже с расцветками проблем не будет. Майю посадила играть в видеоигры, у нее такой классный костюмчик, я даже не знаю, откуда это. Ну, у меня потому что многие дополнения появляются так, как я в них не играла, но мне все больше и больше начинается нравиться одежда из самой игры. Без CC-контента вполне очень даже мило. А Хавьер у нас спит, завтра ему на работу, первый день в университете. Мы выполнили ежедневные задания, но я почитала научные дебаты, чтобы выполнить, нужно купить архивное хранилище. По правилам это разрешено, но им пользоваться может только Хавьер. Но чтобы его купить, оно стоит 12 тысяч. Поэтому завтра Даррен у нас опять идет на работу. Там большая оплата, 6 тысяч. Поэтому как раз вот завтра мы сможем купить нашему Хавьеру все, что необходимо для его работы. А на этом, вот он, видите, довольный. У него сегодня очень хороший день. А на этом я заканчиваю понедельник. Но прежде чем закончить понедельник, еще покажу вам календарь. На этой неделе в среду у нас будет рыбный день, пойдем на рыбалку опять. С четверга на пятницу у нас уже повзрослеет наша девчонка, станет подростком. Посмотрим, какая она будет, потому что искусственный интеллект, когда он мне ее оживил, он представил ее с длинными волосами. Посмотрим, совпадет ли видение искусственного интеллекта с тем, что сделает Sims. И с субботы на воскресенье у нас повзрослеет Даррен. Я уже это показывать вам не буду, потому что там ничего не поменяется. Мы просто в воскресенье в кругу семьи отметим его день рождения. Итак, начинаем вторник. Папа готовит рыбку. Сегодня Хавьер и Майя первый раз идут на работу, у них важное событие. И у нас еще проснулся Тристан. Давайте мы ему, знаете, что сделаем? Нанесем очищающие средства, потому что у меня мальчишки опять все в прыщах. И если я хотя бы пропускаю там пару дней, они у них сразу опять появляются, а им это не нравится. Ну и зубы заодно почистим. И как раз вот папа уже приготовил всем покушать. Так, а наша девочка растет пацаном, у нее одни братья, и видите, она стала смотреть на них и тоже играет в мяч. Ну вот, у Тристана поменьше стало прыщиков. В школу теперь поспокойнее, да, пойдешь? Не так будешь стесняться. Вкусно? Надо, кстати, попробовать, чтобы Хавьер приготовил. Он же у нас теперь гурман и должен готовить вкусную еду. Ну, хотя папа вот тоже приготовил великолепного качества. А тут уже Орсон подтягивается, и Лукас, все идут на завтрак. Все рано проснулись, видите, 6 утра, а все прибежали на завтрак. Наше мужское царство.
Орсон у нас сейчас тоже перед школой нанесет очищающие средства. Папа там ему, видите, папа им насоветовал, как нужно ухаживать за лицом. Он такой, дядя Леон, они открыли такое средство, что если вы будете умывать им лицо, то прыщи будут быстрее проходить, поэтому мои этим пользуются. И попробуем, так, а где твоя домашка? Вот это, наверное, домашка Орсона. Попробуем сделать домашку перед школой. А тут уже звонок, что Хавьеру пора на работу. А это сейчас? Так, Хавьер, просыпайся. Просыпайся, 8 часов, осталось полчаса. Ну, в целом, я не знаю, куда тебя отправить, в туалет или покушать. Давай с тобой покушаем лучше, да? А у нас 8 утра, и мы следим, чтобы все отправились в школу. Так, Хавьер у нас идет на работу. Первый рабочий день. Орсон, не вижу Орсона. Так, давай. Лукас, а мы чего сидим? А мы чего сидим? Бежим. Скорее в школу, Лив уже ушла, ждет тебя в автобусе. Автобус тебя только ждет, побежали. И Хавьер. О, и у него какая красивая одежда. Это так преподаватели ходят, да? Но это, наверное, начальные классы. Он начинает работать преподавателем в начальных классах. Все, всех проводили, и поставлю ему упорно работать. Посмотрим, как он проведет свой день. Он у нас до 4 часов будет трудиться. И получается, что Даррен у нас тоже ушел на работу. Так, сегодня по расписанию тест, и Лив нервничает, что абсолютно все забывает. Даже списать не получится, сосед по парте круглый двоечник. Может притвориться больной и просто сделать пару глубоких вдохов. Так, давай, сделаем глубокие вдохи, ты все вспомнишь. И я говорила, да, что Даррен у нас ушел на работу, у нас дома остались только новая наша жительница Майя и Марлен, но Майя с 10 часов, вот она отправляется у нас на первый свой рабочий день. Так, кофточки, тоже ей выдали рабочий костюм. Все, ставлю ей упорно работать. Она у нас будет работать до 6, с 10 до 6. И вот мы с Марлен одни остались дома. Марлен, что мы с тобой будем делать? Пойдем позанимаемся садом-огородом. У нас здесь уже завяли некоторые растения. Вот здесь у нас были грибочки, я помню, и картофель. Нужно будет посадить еще грибочки и картофель. И, кстати, я хотела вам показать, что у меня вот этот вот агрегат, который делает соки, после, мне кажется, после обновления, да, что он теперь работает, я могу в него все загрузить, но как только сок становится приготовленным, вот видите, я его забрать не могу. Я уже несколько раз его удаляла и покупала новый, ну, потому что, да, это какой-то баг, он просто не работает. То есть даже вот я вам сейчас покажу, вот я взяла новый, этот удаляем. И загрузить в него ингредиенты мы сможем, но что-то потом забрать уже нет. И пока дома никого нет, все в школе и на работе, Марлен отправилась понежиться в горячей ванне. Сейчас, конечно, это не очень удобно, потому что, видите, у них ванна самого плохого качества, на деревяшках, наверное, не так комфортно лежать, как на... Как это у нас называется? Керамика, да? Но будем ждать Майю, и у нас будут шикарные, красивые ванны. Пришли со школы детишки. Кстати, смотрите, у нас Орсон отличник. Там еще прислали, что Лив тоже отличница. Вот, знает только 5. В общем, мои стараются. Орсон первым делом побежал к маме. Он такой... Ой, вызвано чувство. Дети часто говорят ужасно забавные вещи. Он такой, мам, я теперь отличник. Я получил 5. Мама такая, давай, старайся. Нужно еще прокачивать ответственность и контроль над эмоциями. Мы сейчас как раз посмотрим. Так, с ответственностью у него все хорошо, а вот с контролем над эмоциями не очень. Но я больше хочу, конечно, получить ответственность. И у нас там кто-то вернулся с работы.
И вот такой уверенной походкой к нам вернулся Хавьер. К нам вернулся Хавьер и пошел на коврик. Ну, им нравится. Им, кстати, нравится заниматься на коврике. Смотрим. Смотрите, хорошо продвинулся. Сейчас вот папа вернется с работы, купим ему архивное хранилище, чтобы он смог прокачать навык дебатов. И еще нам с ним нужно будет сегодня сделать домашние задания. Так. Вот сейчас он немножко выдохнет после занятий и позанимается своей работой. А у нас тут девочка, у нас тут красивая девочка на пороге, которая я планировала, что она у нас достанется Хавьеру, но Хавьер выбрал другую красавицу, поэтому кто? Тристан у нас там грустный как-то пришел. Давай, Орсон. А вы с ней знакомы, да? Давайте пообщаться, давайте вы тогда пообщаетесь. Может быть, у вас что-то получится. А Марлен, у меня тут Тристан, у него перепады настроения, видите, ему ничего не нравится, он переживает, что не успевает за братьями. И вот я отправила Марлен, чтобы она, знаете, с ним немножко поговорила, немножко его подбодрила, что со всеми бывает, у всех все случается, но все это проходит. Да, и ты у нас красивый, ты у нас красавчик, добрый, милый, родился в хорошей семье, у тебя прекрасные братья, хорошие с ними отношения, поэтому все будет у тебя отлично. А тут уже Маюшка, тут уже вернулась Маюшка, и ее повысили. Так, она у нас теперь на втором уровне, контролер качества, и ей нужно заниматься программированием. Как ты себя чувствуешь? Давай в туалет, потом видеоигры ей тоже нужны, потом поиграем и будешь заниматься программированием. Давай. А Хавьер трудится. Ему теперь мало того, что надо на работу ходить, так еще и дома делать работу. Так, нам тут девочка пришла домашку делать. Видите, как хорошо иметь учителя дома? Все сразу делают домашку. И пока мы все ждем Даррена с деньгами, чтобы купить архивное хранилище, отправила Хавьера приготовить ужин. А как сюда зашел? Это кто, Тристан? А ты как сюда зашел? У меня эта комната открыта только для Хавьера и для Даррена. Вот смотри, я вижу, да, вот Даррен как раз тебе приготовил покушать. Так, ну давай, раз ты внимательный, доделывай домашку, а потом будем все вместе ужинать. У нас вернулся Даррен, принес нам 6000, и уставший пришел, уставший, и пойдемте скорее покупать компьютеры для Хавьера. И я уже закрыла дверь в эту комнату, здесь могут находиться только Хавьер и Майя. За этим компьютером могут работать и Хавьер, и Майя, потому что им нужно это для работы. А вот с архивным хранилищем у нас может работать только Хавьер. Видите, какой дорогой? 12 тысяч стоит, обалдеть. Откуда в этом городе такие деньги? И вот его выдали, получается, Хавьеру на работе, чтобы он дома развивал еще дополнительно свои навыки для обучения детишек. И здесь так. А здесь, интересно, остальные могут с ним что-то делать? Могут. Но здесь можно только изучать материалы, придется мне, получается, контролировать. Будем изучать материалы. А какие? Любые? Давайте логику, давайте изучать логику будем. И вот Хавьер старается, не знаю, успеет ли он прокачать навык до 2-го уровня, но он не сдается, он, знаете, упертый у нас мальчик, поэтому хочет попробовать. А я тогда буду заканчивать этот день. Видите, все потихоньку у меня сами улеглись спать. Так, Тристан, а ты где? Не нужно ни с кем играть. Что это за люди у нас в нашем доме? Все давайте укладываемся спать. А я пойду посмотреть, как избавить Хавьера от страха неисполненных желаний. Они у него постоянно выстреливают.
Вот моя новая будущая семейка. И Майя пока, правда, не спит вместе с Хавьером. У них не настолько прокачанные отношения. Она спит внизу. Но она здесь работает. Эта комната открыта только для них, поэтому сейчас она вот прокачивает навык программирования. А Хавьеру нужно прокачать дебаты. Но он у нас очень уставший, потому что я ночью сняла ему страх неисполненных желаний. Я всю ночь исполняла ему желания, потом болтала по поводу страхов, и вот теперь он без страхов, но не выспавшийся и без прокачанных навыков. Ну, Хавьер, знаете, Хавьер оказался очень ответственным. Он такой: так, я сегодня плохо подготовился к школьному дню. И видите, он сел перед работой еще раз просмотреть материалы, чтобы лучше подготовиться и больше рассказать ученикам. Он очень ответственно подходит к своей работе. Наверное, пиджак не зря был у него пиджак, он будет профессором в университете, ректором, знаете, а не каким-то там вам бизнесменом. И вот 8 часов, все отправляются в школу, Хавьер на работу, провожаем, и вот ждем Тристана. Давай, Тристан, ты у нас последний. Все, проводили всех по своим занятиям. И что остается делать родителям, да? Видите, у них обязанности распределены. Даррен готовит, а Марлен в это время убирается в доме, чтобы все было чисто, не было нигде плохой обстановки. И сейчас вот они у нас покушают, и я их отправлю на рыбалку. И вот два моих любителя коричневого пришли на речку, они такие: все равно у нас внуков нет, дома никого нет, пойдем, пока рыбный день, наловим побольше рыбы, положим наши запасы внизу, да, в наш погребок. И, кстати, помните вот этот вот лучок? Я когда на него смотрю, я сразу вспоминаю Вивиан и как мы с ней каждое утро прибегали сюда, чтобы взять этот лук, и благодаря нему мы выжили. Потому что у меня были проблемы с погодой, и вырастал у нас только лук. А сейчас, видите, сейчас мы можем спокойно раз в день ловить много рыбы, складывать ее в запасы, и в целом вся семья сытая и довольная. Детишки уже вернулись из школы, у подростков, как всегда, все плохо, и на помощь к родителям кто пришел? На помощь к родителям пришли наши малыши, но только они такие: мам, пап, сейчас мы вот немножко поиграем, и потом будем вам помогать, ладно? Ну, родители, конечно, им разрешат. И пока папа на рыбалке, у нас готовить может только Хавьер, поэтому я его отправила вот заготовку. И, кстати, мне пришло такое уведомление, сейчас я вам покажу. Сейчас прям секундочку. Вот, Орсон отлично проявляет себя, он сможет окончить школу досрочно, если поговорит с директором или воспользуется компьютером. Но ни компьютером, ни телефоном мы пользоваться не можем. Именно Орсон не может, да. Так, Даррен уже там приготовил рыбку, поэтому вопрос на будущее. Сейчас я это сделать не смогу, но на будущее. Зачем вообще оканчивать школу досрочно? Какие плюшки это мне принесет в рамках апокалипсиса? А у нас тут уже вернулась Маечка. Я пока там читала вам объявление, пропустила ее возвращение, и она вернулась со ступором. Странно, потому что только начало карьеры, но просто она, наверное, скорее всего, не привыкла. Поэтому сейчас мы с ней вот позанимаемся баскетболом, постоим на коврике, будем снимать ступор. Для нас это не такой страшный мудлетик. Мы уже научились бороться с творческим и с любым видом кризиса. И вот пока Майя уже успела позаниматься баскетболом, пришла на коврик, а подростки у них, знаете, как это правильно сказать, у них то гормоны, то у них эмоции зашкаливают, то прыщи, они от этого раздражаются и бесятся. В общем, им очень нужна поддержка, поэтому Марлен как может успокаивает своих взрослых уже пацанов.
А мои, кстати, уже вернулись все с рыбалки. Как раз сейчас все вот поужинают. Хавьерчик приготовил покушать. И знаете, они все устали, их нужно помыть. Поэтому я, наверное, этот день закончу и буду заниматься своими. Нужно им немножко помочь, чтобы они завтра опять довольные и счастливые пошли в школу и на работу. Поэтому вот, на этом заканчиваю среду. И мы начинаем четверг вот с такого красивого, яркого утра. Наша гостиная вся в солнечном свете. Маюшка, правда, спит, потому что мы с ней всю ночь пытались снять выгорание, и ей как раз вот нужно еще до работы поспать, чтобы оно у нее прошло. А Хавьер уже отправляется у нас на работу. Он самый первый, видите, ответственный парень у нас, старается, пошел готовиться к занятиям. Ну и школьники тоже все у нас идут в школу. Так, я всех контролирую, всех отправляю в школу. А с Марлен мы опять пришли в садик, это теперь наше хобби. И смотрите, у нас там приготовилась шипучка. В прошлый раз я вам рассказывала, что у меня не работает автомат. Я поставила новый, загрузила ингредиенты, и сейчас вам покажу, что я их не могу забрать. Так, пробуем. У нас опять опрос. Ответили, что-то ответили. И что получается? Друзья, получилось забрать шипучку. Представляете, я вам пожаловалась, и все заработало. Я до этого недели 3 не могла ничего сделать, а тут я вам пожаловалась, и все заработало. Я теперь все время буду пользоваться этим лайфхаком, и если у меня что-то будет не работать, я буду вам жаловаться, потому что правда ничего не работало. И вот так моя парочка отдыхает. Дети все в школе, Хавьер с невестой на работе. Они дома убрались, почитали и сейчас вот отдыхают. У меня у Даррена все прокачано, и фитнес, и ЗОЖ, а Марлен вот нужно еще прокачать йогу. Поэтому она немножко отдохнула и сейчас пойдет на коврик. Но вы знаете, для нее это тоже такого вида отдых, потому что она сильно не напрягается, она занимается в свое удовольствие вот с таким красивым видом. И когда-нибудь, когда мы закроем космического рейнджера, у нас начнут меняться сезоны, на деревьях появятся листики, а вокруг дома начнут расти цветочки. И тогда вид будет самый идеальный. А у нас уже из школы вернулись наши детишки, и младшие, как всегда, пришли довольные и счастливые, а подростки не в настроении. И вот видите, у меня вот здесь зависло мусорное растение, название, оно почему-то на протяжении всей серии появляется. И еще к нам пришел Леон, он, кстати, тоже один из моих любимчиков, очень симпатичный парень. И он тоже скоро нас покинет, потому что он стал пожилым еще в прошлой серии, поэтому, да, скоро мы с ним тоже попрощаемся. Поэтому я очень рада, что он к нам заходит, я по нему скучаю, я по нему очень скучаю. А у нас настало время обеда. Даррен позвал всех за стол. Хочу, знаете, сохранить вот эту вот семейную традицию, чтобы вместе завтракать, вместе обедать и вместе ужинать. А у нас там кого-то повысили. А повысили нашего голубоглазого ангелочка. Он теперь учитель, будет учителем младших классов, я так понимаю. И да, ему нужно подготовиться обязательно, но к пятницам, скорее всего, уже не успеем, поэтому на выходных. Это у нас будут планы на выходные. Мы тут поймали какого-то мальчишку. Видите, и Лив, и Лукас сразу пришли к нему знакомиться. Малыши очень общительные, дружелюбные. Пока они не превратились в подростков, они все такие прям хорошие-хорошие. Со всеми знакомятся, никого не обижают.
И видите, я вам еще хотела показать, через дорогу у нас появился новый домик. Сюда заехала семья как раз откуда Атики, и их заехало сразу 8 человек. Я подумала, что, скорее всего, они приехали с деньгами, а так как у нас в городе уже развит дизайн интерьеров, то они заказали себе проект дома, и вот такой красивый домик появился на нашей улице. И это, знаете, я его поставила, чтобы у меня была такая мотивация, что в будущем, когда мы закроем инвестора, я хочу домик для наших тоже сделать в таком стиле. Ну и в целом всю улицу хочу сделать в таком стиле. Лив тут играет в шарики, ей нужно делать домашку, а она не хочет. Шарики интереснее, да? Да, скажи, какая домашка? Я хочу поиграть. Следом вернулась Маюшка, и ее тоже повысили. Она теперь программист. Да, все верно, хочет спать. И давайте посмотрим ее расписание. У нее также все осталось, и выходные приходятся на субботу, воскресенье. И получается, что вся моя семья в субботу и воскресенье будут дома, у всех будут выходные. И вот она прилегла немножко поспать, нашла, видите, пустую комнату, где никого нет, такая, я здесь полежу немножко, я очень устала. А у меня опять высветилось вот это вот мусорное растение. Эта серия будет называться, видимо, «Мусорное растение». А на минус первом этаже мальчишки режутся в пинг-понг. Орсон у нас следующий, кто будет взрослеть. Видимо, папа такой, ну, знаете, и поиграть вроде бы, и обсудить, кем он хочет стать, когда вырастет. Вот все вот эти вот важные взрослые вопросы. Немножко они уединились. И уже в конце дня я своих отправила наверх, чтобы они немножко пофлиртовали, потому что вот это вот новое поколение, они полностью сосредоточены на карьере. При взрослых они романтические чувства не проявляют. Поэтому, как они вот заехали на такой авантюре, знаете, на слабо, так они и прожили вот практически 4 дня. Майя спит внизу на отдельной кровати, хотя я им вот здесь, видите, приготовила большую розовую двуспальную кровать. Я хочу, чтобы они немножко развили свои чувства. Как раз мы еще в выходные съездим с ними на общественный участок, чтобы, знаете, от всех родственников уехать. Поэтому вот, оставлю их здесь. А мы уже начинаем пятницу. Начинаем вот так поздно, потому что вчера все покушали уже ближе к вечеру. И сейчас никто особо не проголодался, поэтому все покушают в школе. Хавьер покушает на работе. Не будем тратить рыбку. И вот, видите, папа с Лукасом там что-то пообсуждали с утра, поболтали. Марлен прокачивает йогу. И сейчас все пойдут в школу. Лив должна была повзрослеть, но пока этого не случилось. Видимо, ее из школы отправят домой как Хавьера. И мне кажется, что она мне намекает, что вырастет она, знаете, как Аврора и как Моника, будет такой пацанкой. Видите, нет бы в куколки играть, она играет у нас в мячики. И вот отправляемся в школу. Так, подростки пошли. Так, вот один все еще спит, просыпаемся. Детишки уже в школе, подростки пошли. И Хавьер. Хавьер, давай тоже просыпайся. Последний у вас сегодня трудовой день. Нужно еще немножко постараться, и завтра будет выходной. Завтра, представляете, суббота и воскресенье у всего семейства выходной. Так, у нас осталась вот одна Майя, которая сегодня тоже идет на работу, но мы ей не успели ничего прокачать, потому что она снимала ступор. Оставляем все это на выходные. На выходные у нас будет задание поднять им отношения, развить им отношения и побольше прокачать им навыки, которые нужны для работы. А вот, как я и говорила, Лив отправили домой из школы. Видимо, они такие, так, у Лив день рождения, заберите ее, пожалуйста. А то тут еще подарки придется дарить, поздравлять. И ее, как Хавьера, отправили домой из школы. У нее день рождения в 10 часов. Вот ее с работы также будут отправлять, если у нее будет график работы с утра. Ну что, давайте забираем Лив из школы. Она у нас взрослеет. И взрослеет нас с прической, мне кажется, как у Моники. Я ей выбрала уже жизненную цель, ей выпала легенда при жизни, по-моему. Вот, легенда при жизни. Она хочет стать популярной.
Она заработала себе высокую самооценку. И смотрим черту характера. Та-дам! Так, Грымза. Такие персонажи быстрее развивают навык пакости, когда устраивают шалости и неприятные сюрпризы. Нет, я такое не хочу. Ну, нет. Мне кажется, слив такое не вяжется. Я сейчас могу не принимать черту характера, поэтому я воспользуюсь этим шансом. Ну вот не подходит это лив. Давайте другой шанс. Романтик. Ну вот это, смотрите, у нее любовь к растениям, она романтичная. Мне кажется, это ей больше подходит. Так, и пойдемте смотреть на нашу лив. Так, она в платье. Ну вот прическа, да, прическа как практически как у Моники, просто с ободочком. Зато какой пресс. Смотрите, какой у нее пресс и какой у нее нос. Смотрите, какой у нее нос. Так, она ушла. Сейчас покажу, подождите. Вот, я поставила на паузу. Нос у нее в папу. И вот смотрите, какая у нас получилась Лив и какой видел ее искусственный интеллект. Совсем два разных человека, да? Искусственный интеллект увидел в ней такую прям девочку-девочку, а она у нас выросла. Ну, блин, у нее только парни в окружении, она не могла, мне кажется, вырасти другой. Но если бы еще, знаете, если бы у нас хотя бы были какие-нибудь салоны красоты, появилась бы косметика, и у нее были бы подружки-девочки, которые бы ее научили, как нужно всем этим пользоваться, то, мне кажется, она была бы красоткой. А так, ну вот, как получилось? Их, наверное, вот всех, видите, стригут одинаково. И Орсона, и Тристана, и Лив, их всех стригут одной машинкой. Одним размером. Только единственный Хавьер, он такой: нет, я сам, я буду растить волосы. И давайте еще посмотрим, какие у нее выпали наряды, тоже очень интересно. Так, ну вот повседневную мы видели, длинная юбка у нее, не знаю, где она ее нашла. Так, спальная хорошая, шортик и маечка, купальник как у Майи, у них одинаковые купальники, но с другой стороны это и логично, в апокалипсисе должно быть все более-менее похожее. Ой, какая летняя одежда милая! Это вот будет ее вот эта вот романтическая сущность проявляться, когда она будет с кем-то флиртовать, она будет одевать вот это вот платьишко и такая: все, я девочка с ободочком. Давайте посмотрим на нее. Вот, смотрите, какая милашечка. И нам нужно будет с ней за выходные прокачать фитнес, постараться, чтобы она в понедельник уже пошла в школу. Даррен пришел такой смотреть на нее. Так, Лив, ну ты что, силенок не хватает? Я ж тебя учил, давай, вот вставай сюда и бросай. Давай, Лив, ты справишься. Молодец, молодец. Лив забила гол. Вот, Даррен гордится своей девчонкой, и я, знаете, что еще хотела сделать? Я хотела первое, это открыть вот все посылки, которые нам присылали клиенты, посмотреть, что же нам там выпадет, потому что мы в прошлый раз открыли, и у нас был книжный шкаф, и я как-то про остальные забыла, а у нас здесь их очень много. Так, смотрите, холодильник. Друзья, у нас холодильник, телевизор, комод, кофеварка и гардероб. Ничего себе! Вот это подарочки. Даррен, правда, даже не знает, что это такое за предметы, вещи, для чего они нужны. Хотя у нас уже есть электричество, просто мы ими пользоваться до науки не можем. Так, а у меня все это мусорное растение, не знаю, как от него избавиться. А у нас уже вернулся Хавьерчик. Так, и куда ты пошел? Пошел учиться играть в классики. Хорошо, да, хорошо, когда у тебя детство в одном месте играет. Ты можешь и в игрушки поиграть, и в классики, и все тебе доставляет удовольствие.
Так, по работе он у нас не особо продвинулся. На выходных мы будем ему прокачивать научные дебаты. Еще он нам принес ступор с работы. Но тяжело, тяжело было, конечно, 5 дней сразу отработать. Поэтому, вы знаете, я вот хочу сейчас вечер пятницы, чтобы они сами занимались своими делами, кто что хочет. А завтра я тогда вот Хавьера и Майю, как я и говорила, заберу на выезд. Мы поедем с ними, будем считать это на свидание. И нам еще нужно найти какого-нибудь подростка для Лив, потому что у нее периодически опять мусорное растение. У нее периодически выстреливает вот это вот, видите, кокетливое настроение. Ей нужно отдавать кому-то свою любовь, поэтому обязательно нужно найти ей парня. И в отличие от мальчиков, знаете, в отличие от мальчиков, они помедленнее в этом плане. А Лив, она такая девочка бойкая, плюс еще романтичная, она такая, все, мне нужен парень. Поэтому она его себе найдет. У нас вернулась уже Маечка, она очень уставшая, тоже не особо она продвинулась по карьере, но выходные у нее тоже приходится на субботу-воскресенье, поэтому в выходные она съездит на свидание с Хавьером, и они будут прокачивать навыки. А сейчас давайте Даррен пригласит всех за стол, все поужинают, и дальше, как я и сказала, я им дам свободное время, пусть они развлекаются, отдыхают, делают, что хотят. Я потому что за эту трудовую неделю с ними тоже устала, была в напряжении, то дни рождения, то выбор невесты, то выбор карьеры, то взросление Лив. Ого, мои Аполлоны пришли, Нептуны мои раздетые. Вот, все раздетые, видите? Вот, поэтому сейчас они покушают, дальше что хотят, пусть то и делают. Я единственное пораньше уложу Даррена и Майю, чтобы завтра с ними поехать на свидание. И я не могла не записать этот момент. Посмотрите, все за столом, все рядышком. Даррен, самый старший, самый младший, сидят на стульях, а все остальные стояли рядом. Все покушали, тарелки все оставили. А кто у нас будет убираться? Марлен, похоже, ты? Да, Лив такая, не, я не буду. Орсон тоже не захотел убираться. Так, кто у нас уберется со стола? Я смотрю. Хавьерчик. Молодец какой. Все, Хавьер у нас... Ага. Нет, Лукас перехватил инициативу, смотрите. Лукас такой, я уберусь. Младшеньких легко уговорить, да, такой, я с тобой завтра поиграю в классике. Он такой, хорошо, я помою посуду. Все, оставляю своих немножко в свободной воле, пусть развлекаются, занимаются, делают, что хотят. И встречаемся с вами уже в субботу. Вот что значит в семье много подростков. Я не успеваю готовить им еду. Мы только недавно поужинали, вот они поспали и опять голодные прибежали такие, так, есть что покушать? Папа опять приготовил им рыбку. И у нас сегодня Хавьер и Майя, вот они, видите, у меня помылись, выспались, покушали и отправляемся. Хавьеру, правда, еще не хватает бодрости немножко, но мы, как и планировали, отправляемся на общественный участок. Будем считать, что это у них такое импровизированное свидание. И вот моя парочка, видите, выехала... И вот моя парочка выехала уже, видите, веселятся тут около бассейна. Я думаю, Хавьер спросит, как ей у них дома, смогла ли она со всеми, ну, не подружиться, да, но более-менее найти общий язык, не обижал ли ее кто-то. То есть он сейчас так порасспрашивает, ну что, как? Так, все, расспросы закончились. Так, это что, это он хвастается мускулами или что он такое делает? Но ей понравилось, смотрите, ей понравилось. Нам нужно им наладить отношения, то, что это такое, девочку забрали из семьи, да, наобещали, что будем с ней вместе, будет счастье и любовь, а сами все время посвящали работе. И
И сейчас Хавьер даже попробует сделать для Майи напиток, который она любит. Так, а она любит крем-колу. Давай, Маечка, смотри, Хавьер, а для себя ты можешь сделать? Так, давай сделай свой любимый напиток. Посмотрим, какой ты напиток любишь. Майя вот уже взяла прекрасно. Видите, на шезлонге с любимым напитком. Ой, и у него такой же. Они любят одинаковый напиток. Ну, все, отличный у них матч. Даже по напиткам они сошлись. И все, появился первый поцелуй. Они у нас даже еще не целовались. И они сейчас выпили немножко газировочки, и все. Так, а она его в нос, да, она его в нос поцеловала. Опять по ощущениям, что она, вот даже по носу, смотрите, у нее нос, где у него лоб, что опять девчонка у нас выше парня. Но ничего страшного. За то, что у них будут высокие дети, вырастут высокие парни, все в Майю, а то Хавьер, видимо, пошел в Марлен. У нас Марлен низенькая. Хотя нет, она тоже была выше. Чего, кого я обманываю? Она тоже была выше Даррена. Так, что за дама пришла подсматривать? Чтобы сбежать от дамы, пришлось пойти на каток. И они такие раздетые в купальниках катаются на катке. Но раз они не мерзнут, значит сегодня жарко. Видите, у нас солнечная погода, прохладно, конечно, прохладно у нас, потому что зима, но не мерзнут, потому что оазис сам по себе, тут даже зимы не бывает. Видите, у нас зима, снега нет, просто прохладнее, чем летом. Ну что, мы посидели у бассейна, мы выпили по коктейльчику, мы покатались на роликах, и у них, я смотрю, все хорошо, они наслаждаются друг другом, поэтому мы сейчас поедем домой, опробовать их теперь собственную двуспальную кровать. И я тогда на этом буду с вами прощаться. Вот мы определились в этой серии с невестой, устроили их на работу, они поедут домой, и я буду прокачивать всем там навыки. А вам спасибо большое за просмотр и за голосование. Я еще раз извиняюсь, что у нас все так сумбурно получилось, но в итоге вот как получилось. В следующий раз я более обдуманнее подойду к этому вопросу. Все, спасибо всем за просмотр. Пока-пока.